Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня у меня среда, 24 ноября, и это видео будет то ли вязовлог, то ли сборная солянка. Я так и не поняла, не определилась. В общем, в этом видео будут и готовые работы, и процессы, и подарочек. И немножко отчитаюсь по поводу амигуруми в марафонах. В общем, обо всем понемножку. Начну, наверное, с готовых работ. И, соответственно, расскажу, что было связано. Ну, в общем, про марафоны, да? Итак, 151 раз показываю котиков. Я связала 6 котиков. Так, надо было, наверное, по очереди все здесь показывать. Ну, ладно. Как бы здесь ничего такого интересного, поэтому показываю так. Смотрите, котики у меня вот такие вот полосатенькие. Я показывала в прошлом вязовлоге, у меня были заготовочки. И вот я их дооформляла. Кому-то достались вот такие вот глазки с бликами. Ну, а кому-то обычные. В общем, такие вот котятки. Рассказывать про них нечего. Я вам просто ставлю ссылочку на мастер-класс. И если кого-то заинтересовали, то вы их свяжете. Если, конечно, вы их не вязали. Получаются они немножко разные. Не знаю, может быть, набила по-другому, либо, может быть, слабже вязала. Ну, вот этот, прям видно, что побольше, а этот поменьше. Ну, пусть как будто кот и кошечка, да, разного размера. Так, далее авокадушки. Тоже я их как-то показывала, но в этот раз я им не стала вышивать ротик. Уже повесила карабинчики, все, не знаю. Ну, не знаю, вот думаю, вышить им ротик, не вышить. Или пусть так. Ну, в общем, до конца не определилась. Ну вот, 3 штучки связала. И 3 связала вот таких вот авокадика. Тоже без ротика. Ну, тут вот так, когда вышиваешь, он все равно там утопает. И вот не знаю. А может, все-таки вышью. В общем, пока я в раздумьях еще. И вот такие вот плюшевые авокадики. Вязала их в одну ниточку из пряжи Софти. На камеру они немножко вам такие тускленькие передаются, но в жизни они немножко поярче. Вот, глазки у них такие вот смешные с бликами. В этот раз я поставила глазки на безопасном креплении. Обычно я пришиваю сюда бусинки. Но в этот раз я попробовала. Отлично, заглушки стали другой стороною. И думаю, так как эта игрушка всего лишь брелочек, никто ее не будет как бы маленькому ребенку давать. И никто, в общем, глазки эти выколупывать не будет. Ну и, в принципе, они там плотненько стоят. Вот, совершенно решила не заморачиваться. Брелочек недорого, значит, меньше волокиты. Вот. В общем, такие у меня авокадушки. Далее, помните, я снимала мастер-класс по вот этому вот тигренку. Я ему все оформила. Как помните, я не вышивала тогда полосочки. Вот, вышила чубчик такой. Здесь вот так вот полосочки. Связала шарфик. Я, кстати, всем тигрятам повязала шарфики. Целый день просто потратила на вязание одних шарфиков. Вот, ну, как-то ничего сложного не вязалось в тот день, поэтому убила его на шарфике. И, кстати, вот смотрите, я показываю тигренка, все как бы хорошо, да. Хотя, не знаю, может быть, на камеру как-то это искажает, может быть, нет. И смотрите, я этого тигренка вязала в мастер-классе. И если мы делаем вот так, то вроде бы как бы все нормально, но в реальной жизни это ухо неровно. Как бы
Даже не знаю, на камеру смотрю. Через камеру ровно, но на самом деле нет. В общем, у меня одно ушко ушло туда назад, получается, одно вперед. Так, даже не знаю. Так, здесь у меня 6, а здесь аж 9 столбиков. В общем, так-то, в принципе, даже если на фотографии, да, там не видно, но в жизни видно. Ухо одно оттопыренное. Но когда я мастер-класс снимала и все это вывязывала, мне казалось все ровно, потому что я смотрела через камеру. В общем, такого я продавать не смогу. Я вижу вот, если смотреть относительно носика, глазок, что вот это одно ухо туда ушло. Ну, в общем, не знаю, через камеру не видно, в жизни очень видно. Такого, ну, я продавать не буду, он останется у меня жить. Просто как символ года. Так. Я, кстати, вот здесь вот в блокнотике уже все игрушечки отметила. Пока месть у меня добавилось 18 игрушек. Так, если я не ошибаюсь, в прошлый раз у меня было 57. И вот остальные у меня 6 авокадо, 6 котиков, 3 тигренка и еще 3 игрушки. Это у меня солдатик с игрой кальмара, ежик и маленький львенок. Вот. Еще вот у меня тигренок добавился. Помните, я показывала, у меня была заготовочка, просто тело не оформлено, и я его дооформила. Вот. И вот такой еще малыш. Это из той же серии, что я вам показывала в прошлом вязовлоге. А я вам показывала пока только львенка и ежика. С зайчиком у меня там проблема вышла, я его пока оставила. Вот, и связала вот такого вот тигреночка. Такой он маленький. Опять же, у меня здесь не хватает одной утяжки на мордочке, но я думаю, без утяжки он прекрасен. В общем, хвостик я вот так вот пришила. Вышила здесь полосочки. Вот так вот. Здесь у меня как бы вот такими переходами, здесь вот так. Но этот тигренок совершенно не похож на того тигренка, который есть в мастер-классе, потому что я ему ушки вывязала из головы. Вот как у этих вот тигрят. Ну, кто вязал такого тигренка по моему мастер-классу, тот знает, о чем я говорю. Я набирала на голове петельки, вывязывала квадратик и вот пришивала ушки. Только я здесь ушки вывязывала на 3 петельки. Кто смотрел предыдущий вязовлог, тот знает, что я потеряла одно ушко. Вот у меня были ушки связаны на тигренка. Я его нашла. Да. В обрезках хотела его выкинуть. Вот. Но я все-таки нашла. Взяла эти ушки, приколола их сюда. И, наверное, сейчас я вам ставлю фотографию. Вот. Видите, они у меня получились такие, как будто бы, ну, мышка какая-то. Тогда я решила, что не буду их пришивать. Мне показалось, что игрушка все-таки не получится. И вывязала вот такие. В принципе, они мне тоже нравятся. Я теперь думаю, что, ну, многим игрушкам можно будет такое ушко вывязать. Особенно, если игрушка маленькая. Вот. И получился такой вот малыш. С такими ушами его вязать еще проще и быстрее. Вот так вот у меня здесь полосочки. Вот. И давайте я вам покажу предыдущих малышей. Так. Вот. Два пушистика и вот такой вот малышок. Кстати, вот с этой гривой прям такая большая голова, кажется, у львенка. Хотя на самом деле она вот такая вот маленькая. Вот. Пополняется коллекция. Я, наверное, буду всю коллекцию вязать. Мне они понравились. Знаете, это просто вот как поставить галочку, что ли, да, то, что я их смогу все связать. И они такие маленькие, миленькие. Кстати, огромное спасибо, что писали мне в комментариях, какую цену на них поставить.
Цены очень разные. Я как поняла, все зависит от региона, в котором живет вязальщица. Вот. Кто-то говорит 150 рублей, а кто-то говорит 700. В общем, такая вот большая разница. Так, ну вот, видите, зайчик у меня пока лежит. И кальмарчика я еще не отдала. Да. В общем, считаем мои игрушечки. 6 авокадо, 6 котиков, 12. 3 тигренка, 15. И вот 3 еще игрушечки. Итого 18. В общем, подпишу в названии видео, что у меня добавилось еще 18 игрушечек. Просто я не знаю, буду ли я снимать видео о готовых работах, так как, в принципе, мне показывать нечего, так как предыдущие игрушки у меня уехали к заказчице, а вот эти вот у меня тоже уедут, потому что на выходных не уехали. Не получилось у меня. Так, и сейчас еще покажу процессы. Итак, вот здесь вот у меня лежит 2 колпачка. Да, вот таких вот 2 рожочка. Я говорила, что хочу связать пару скандинавских гномов. И вот я долго искала схемки, но в итоге мне еще показали готовые работы, так сказать, связанных гномиков. И я уже там определилась, какую схемку мне взять и какую вязать. В общем, у меня одна заготовочка уже связана. Мне здесь не хватает оформить в софте некоторые детали, носик вывязать. И, наверное, самое сложное это будет у меня борода. Бороду я хотела делать из софте, но я посмотрела, что девочки делают из акрила, начесывают его, и очень красиво смотрится. Я не знаю, есть ли у меня в запасах такая пряжа, но буду смотреть. Может быть, попробую эту пехорку спортивную начесать. Она, в принципе, такая воздушная, может быть, все получится. И вот здесь у меня лежал моточек, приготовленный на тигренка. Хочу из такого вот цвета связать голубенького тигренка. Ну, в жизни он намного светлее и красивее. Вот. И я подумала, почему бы не связать еще такого. Мне, кстати, в принципе, понравилась вязка. Я это вязала крючком 2,25. Я подумала, что эта игрушка же не игровая, просто, так сказать, декор для дома, поставить под елочку. Вот. Поэтому не стала вязать двойкой. И, в принципе, смотрите, неплохо получается. Я думаю, очень даже хорошо. Вот, единственное, конечно, когда набиваешь полотно, немножко оно растягивается, но не критично. В принципе, дырок нет. Ну, здесь, конечно, вот тень падает, да, и кажется, что такие прям черные дырочки, да, но на самом деле в жизни их нет. Ну, в общем, как-то так. Кстати, колпачки, смотрите, какие у меня разные получились. Даже если вот так вот, смотрите, на сантиметр разница. Этот я вязала из Yarnart Jeans 90 цвет, а вот этот вот из Alize Cotton Gold. Ну, здесь немножко разница в метраже, но совсем немножко. Вот, и он получился меньше. Но еще там есть такой нюанс. Я когда вязала вот этот колпачок, первый я смотрела, ну вот написано там 3 прибавка умножить на 6. Ну и в общем вязала, все связала. Вот, а в конце сижу, а у меня петли не сошлись по количеству. Я думаю, как так-то? Ну и думаю, ладно. Примерила, думаю, ну, в принципе, здесь вот так нос будет. В принципе, все подходит. Вот. А потом начала второй вязать и смотрю, там оказывается опечатка. То есть там в 21 ряду написано 2 прибавка. Равно 30 столбиков. Ну, в общем, там количество не сходится. И я тогда зашла к автору там в Инстаграм, посмотрела. Думаю, может быть, там что-то написано, может, какие-то пояснения. И да, там в комментариях было написано, что опечатка нужно вязать не 2 прибавка, а 3 прибавка. Но все равно, несмотря на это, у меня
ну, колпачок поменьше получился. Я тут еще не довязала. Вот у меня есть ручки. А, кстати, варежки я вот эти вот тоже вывязала своим способом, так сказать. Ну, не своим, а там пальчик отдельно пришивается или ввязывается. Я посмотрела, нужно там 2 рядочка связать пальчика, а потом варежку вязать. И я тогда решила просто вот, как я вязала какой-то куколки, связать 5 столбиков в кольцо, потом 5 прибавок, 3 ряда просто, вывязать вот такой вот попкорн и дальше, в общем, ручку. Здесь еще нужно софти обделать, чтобы прям меховушка на варежке была. Вот, вот такие ручки. И вязала их немножко по-другому, чтобы вот их вязать можно было вот таким образом. В общем, по-разному вязала. Потому что если вязать как обычно, то одна ручка будет либо в другую сторону смотреть, либо торчать. Вот так вот. Ну, а я вот, видите, вязала, и они не торчат. Вот так. Дело в том, что если вязываешь другой стороной, то ручка торчит. А вот этот край, когда мы связываем за 2 стенки, он как бы опирается на столбики, и ручка вот так торчит. А если в эту сторону, то она опускается как бы туда вниз. Вот. И второй у меня тоже здесь вот начат. Да. Ну, еще не закончен. И я очень надеюсь, что ему эта шапочка тоже подойдет. И будут у меня такие вот гномики. Да. Сейчас вот у меня в процессе вот такие вот игрушки. И еще я довязала заготовочку на коалу. Думаю, что в ближайшее время оформлю, сниму, чтобы вы могли связать. Конечно, сейчас все более новогодние игрушки вяжут. Но это, знаете, просто я вот добавлю на канал, кто собирает всю коллекцию игрушек. Я знаю, что есть такие девочки, которые хотят всех связать. В общем, я добавлю, чтобы было. Так, вроде бы все. Все процессики показала. Игрушечки отметила. И сейчас хочу вам показать. Мне пришла посылочка от моей подписчицы. Такое впервые. Ну, в общем, сейчас все покажу. Итак, смотрите, пришла мне вот такая вот посылочка. Она такая не маленькая. Смотрите, какая большая, увесистая. Здесь где-то 2 килограмма. Но это я знаю, потому что, ну, в почтовом этом написано было в отправлении. В общем, со мной такое впервые. Это посылочка от моей подписчицы. Как вы видите, из Астрахани. Да, посылочка пришла мне от подписчицы Кати. И я хочу вместе с вами ее открыть. Да, это я листочки просто вот разрезала здесь, ну, адреса, в общем. Вроде бы посылку не я отправляла, а мне отправили, но все равно как-то я переживаю, мне волнительно. В общем, все слова забыла. Итак, открываем. Так. Опачки. Смотрите, что мне тут пришло. Я, кстати, думала, что с этой стороны посылка открывается. Так. Ну что, здесь пряжа. Вот такой вот моточек. Это 85-й цвет. Мне Катя писала, что видела, что я жалуюсь, что у меня нету оранжевого цвета, и она мне решила отправить. Вот.
теперь у меня и куплено, и вот еще куча оранжевой будет. Ой, у меня теперь будут и белочки, и лисички. Это цвет 77. Ух ты, сколько у меня теперь рыжиков. Так. Боже, там еще пряжа. Так, это какая-то ниточка, которой я не вязала. Ну, в какой-то степени вязала, но не было у меня вот такой вот секционной. Это Лиза Дива. Это 100% микрофибра. А я вязала как-то из такой ниточки дочки платьице. И из Diva Stretch я вязала себе джемпер. Наверное, можно будет связать единорожком гриву такую. Очень красивая расцветка. Так, двигайтесь. Ой, сколько там. Так. Еще вот такая вот расцветочка. Здесь красно-коричневая. Такая бежевенькая. Ну, я думаю, тоже будет красиво смотреться. Так. Не знаю. Что ли, все с пряжи сначала начать. Так, еще вот такой вот моточек. Такой интересный цвет. Такой осенний прям. А вот, смотрите, какой красивый. И фиолетовый тут, и голубой. Тоже красивая расцветочка. Но я, наверное, не буду называть цвета. Ну, это же не обзор пряжи. Да. Так. О, супер. Это тоже для единорожек моих. Отлично. Вот как раз можно розовенькую связать и вот такую вот гриву ей сделать. Это Yarnart Jeans Crazy. Да, классно. Теперь у меня будет куча единорожек. Далее вот такие вот моточки. Вот такой вот 29-й. Знаете, я уже по привычке называю цвета. Вот такой вот зелененький, новогодний. Как раз будет на штанишке гномику. Так. Вот мой любимый розовенький на единорожку. Кстати, тут прям вот хоп, сочетание, и уже и единорожка готова. Есть и моточек и на единорожку, и на его гриву. Так. Вот какая-то интересная пряжа. Так, Yarnart Happy. Ой, смотрите, она еще немножко блестит. Ну, я думаю, что видно. Кстати, вот сейчас на камеру он неправильно цвет передается. Он такой прям красивый, яркий, травянистый цвет. Вот такой вот моточек. Ну, даже не знаю. Наверное, придется елочку вязать. Прям, ну, очень подходящая. Я смотрела у кого-то из девочек. Вывязана вроде бы основа из хлопка, а по краям вот софти. Красиво смотрелась. Ну, надо подумать. Может быть, и правда связать. Так. Вот еще у меня моточек будет фиолетовенький. Такой вот. Тоже отлично на одежду подойдет. И тигряткам, и другим игрушкам. Так, дальше здесь, смотрите, какая красота. Катя делает резиночки. Забыла, как называется. Ну, в общем, в технике канзаши, да? Правильно же, канзаши. Вот. Это для моей доченьки. Она любит все такое блестящее, сверкающее. Хорошо, что сейчас она в школе и ничего не видит. Да, ну вот завтра уже пойдет с новыми бантиками в школу. Ну, прям как бриллиантик переливается. Не знаю, может быть, на камеру, конечно, так не видно. Но очень классные. Так, наверное, это надо убрать.
Следующее, что я это вижу, это, наверное... О, это магнитик. Смотрите, Катя из Астрахани. И вот такую вот тарелочку мне подарила. Ну, наверное, жалко будет на холодильник вешать. Я знаю, как мои пользуются холодильником, и она может отлететь. Я ее, наверное, так, соображу тут, как это крепится. Да, вот так. И, наверное, поставлю у себя на полочку. Прикольно. Знаете, такие вещи никогда не купишь себе, как бы, если не поедешь, да, куда-то в город. А вот такая вот вещь на память. Очень приятно. Спасибо огромное. Так, следующее, что я достала, это, наверное, как бы блокнотик, да? О, это можно планировать. Получается, на весь год, да? О, я тут буду планировать свои видео. Да, планировщик, конечно, с меня еще тот, но, по крайней мере, я записываю, ну, примерно там, чтобы у меня очень больших перерывов не было. Я записываю, в какой день хотя бы должно выйти примерно видео. И здесь вот прям четко конец декабря, наверное, написать что-то из того, что было, или там планы какие-то. И потом вот на каждый день прям. 9, 9. Так, я что-то не понимаю. Суббота, воскресенье. Да, и я просто 2 страницы перелистнула. Да, и вот получается прям вот на каждый день. О, супер. Вообще. Я даже не видела, что такие бывают. В основном как бы там пишется, да, по времени там или еще что-то. А здесь смотрите, как будет удобно. И на весь год. Так, и в конце еще есть пустые странички. Прикольно. Так. Супер. Ну, это вообще супер полезная вещь. Я даже такое не видела. Далее здесь вот такая вот конфетка. Так, ну это, наверное, шоколадная она. Да? Да, написано настоящий шоколад. Так, это, наверное, дочки. И смотрите, еще вот здесь есть вот такая вот куколка. Тоже для нее. Смотрите, она такая шарнирная. У нее есть куколки лос, но они не такие. У них просто там голова так отрывается, и все. А это прям можно фотографии какие-то делать. У меня сейчас дочка, ну, смотрит на меня, то, что я снимаю там что-то. И тоже любит что-нибудь поснимать, помонтировать. Она может там всякие видео делать из фотографий. И я думаю, что ей такая куколка понравится. Вот. Придет со школы, будет ей радость. Вот. Так. Еще смотрите, вот такая вот шоколадочка у меня здесь в подарочке. Прям такой тигриной новогодней расцветочки. Так, это темный шоколад и молочный, и белый. Наверное, молочный с белым, и вот это темный с апельсином. Ух ты, я такой еще не пробовала. Супер. Да, шоколад я люблю. Я вроде бы об этом никогда не говорила, но есть у меня такая слабость. Мне вот мясо не надо, а шоколад я люблю похрумтеть. Да. Главное теперь дождаться дочку со школы и начать кушать. И еще вот такая вот коробочка. Смотрите, тигриная. Можно будет теперь ее ставить в кадр. Вот так красивенько. Так, это, наверное, печенька. Да, все правильно. Придет дочка со школы, и главное сначала накормить ее супом, а потом показывать свои подарочки. А то она скажет, ей нужно слопать что-то сладкое вместо супа.
Да. Тигренок классный такой. Ну, вроде бы я все выложила, ничего вроде бы не потеряла. Теперь у меня есть вот такая вот горка новых моточков. Моточки никогда не бывают лишними. Теперь мне не нужно переживать, что у меня нету оранжевого. Все, теперь нужно вязать лисичку. По-любому. И тигриков. Ну, в общем, мне надо все и сразу. Да, вот такая вот красота. Спасибо огромнейшее, Кате, за такой шикарный подарок. Как минимум, это очень финансово как бы затратно. Не знаю, за какие такие заслуги мне такой подарочек. Еще уделила внимание моей дочке. В общем, спасибо огромнейшее. У меня просто нет слов. Я не знаю даже, что сказать. А, Кроме слов спасибо и благодарности, я не знаю, что говорить. Я думаю, что ты будешь смотреть это видео, поэтому еще раз я говорю тебе здесь огромнейшее спасибо. Это очень приятно. Хорошо, что я не отказалась. Да, я хотела отказаться и, ну, не знаю, как-то мне не очень удобно то, что посторонний человек, которого я совершенно не знаю, мне пришлет посылку. Я даже не знаю, ну, как бы я ничего не сделала такого, чтобы, ну, вот мне такой подарок дарить. Вот. В общем, у меня как будто бы новогодний такой подарочек пришел в ноябре. Вот. Ну, или как день рождения. В общем, спасибо огромное. Ну, а всем остальным огромнейшее спасибо, что посмотрели это видео, что порадовались вместе со мною вот такому вот подарочку. Может быть, кто-то недобрый не порадовался. Ну, тоже спасибо, что вы посмотрели. Еще раз огромное всем спасибо и всем пока.